Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». Дни идут друг за дружкой, приближают нас все ближе и ближе к Новому году. А мы с вами продолжаем серию мастер-классов и разных красивых вещей, которые мы готовим к самому веселому празднику в нашем году, которого все мы ждем. Это Новый год и Рождество. И знаете ли вы, что стоит любому предмету, будь то даже простая коробка, приделать глазки и губки, у него появляется уже свой характер. И поэтому я подумала, что не санимировать ли нам одну из главных персонажей новогодних праздников, зелененькую рождественскую елочку. Что я и сделала. И вот хочу представить вашему вниманию такую вот поделочку из фоамирана, зеленую елочку с глазками, с губками, даже с ручками и с ножками, и даже с прической и с бантиком. Делать ее проще простого, можно привлечь к творчеству деток, отнести эту поделку в детский сад или порадовать и повеселить родных такой вот замечательной поделкой новогодней и украсить ею новогодний стол. Оставайтесь, друзья, пожалуйста, со мной. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось видео. Оставляйте комментарии, я буду рада новым друзьям. И давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня мы с вами сделаем очень веселую, кокетливую елочку из глиттерного фоамирана зеленого цвета шириной 2 мм. Елочка у нас будет одушевленная, с глазками, с губками. Все буду говорить постепенно. Вначале мы изготовим само тело елочки. Что для этого нам понадобится, кроме самого вот такого вот зелененького фоамирана? Нам понадобится заготовка конус из пенопласта. У меня конус в диаметре 7 сантиметров и высотой 14 сантиметров. У вас может быть любой другой. У елочки у нашей будут ножки. Это две такие полусферы, тоже из пенопласта. В диаметре они составляют 4 сантиметра. И я уже заранее покрыла на несколько слоев акриловой золотой краской наши ножки. Выглядят они после этого вот так. Они уже высохли. С ними мы будем работать далее. А для начала мы заготовим для нашей елочки вот такие вот полоски. Нужно нарезать 4 штуки. Длина моей полоски 40 сантиметров, потому что лист фоамирана у меня был именно такого размера. Можно не обязательно такой длины делать, можно наделать разные полоски и потом клеить их в круговую, неважно, особая длина отрезка. Ширина же 4,5 сантиметра. Что мы делаем с этой полоской? Мы складываем ее изнанкой внутрь напополам и делаем ножничками надрезы. Покажу на небольшом отрезке. Вот такие надрезики у нас заготовлены. И теперь с небольшим смещением при помощи клеевого пистолета мы приклеиваем друг к дружке. Вот несколько миллиметров смещения у нас. Клеевой пистолет у меня уже разогрет тем временем. И аккуратненько как я уже сказала, на мой конус мне хватило 4 полоски вот таких по длиной 40 сантиметров. Вам может понадобиться разное количество в зависимости от того, какого размера заготовочку вы возьмете. И теперь мы при помощи клеевого пистолета на термоклей делаем у нашей елочки зеленую одежку.
Ну вот, само тело елочки у нас готово. А теперь займемся прической елочки, так как елочка у нас будет с челочкой и с хвостиком. Так вот примерно будет у нас хвостик смотреться. И вот у нас вот такая челочка будет и хвостик елочки. А для этого возьмем тот же самый фоамиран зелененький. Нам понадобится два прямоугольника. Один прямоугольник 4,5 сантиметра на 9,5 сантиметров и второй прямоугольник 5 сантиметров на 4,5 сантиметра. Итак, для хвостика елочки мы складываем наш длинный прямоугольник пополам и нарезаем на ровные полоски шириной несколько миллиметров. И склеить между собой. Далее мы закручиваем в улиточку нашу нарезанную полоску и фиксируем на термоклей. Хвостик готов, займемся челочкой. Прямоугольник 5 сантиметров на 4,5 сантиметра мы нарезаем с двух сторон такой заборчик. Острыми клиньями рисунок такой должен получиться с одной стороны и с другой. Также с другой стороны. Затем, чтобы закрутить нашу челочку, нам понадобится утюг горячий, и мы приложим на несколько секунд вот эту нашу заготовочку, чтобы придать ей такой закрученный вид и завить нашу челку. Вот мы завели нашу челочку. Теперь так вот приклеим ее к верхушке нашей елки. Ну и, соответственно, приклеим нашу макушку, хвостик елочки. Фиксируем на горячий клей, ждем, пока остынет, и можно заняться бантиком. А для бантика елочки нам понадобится отрезок фоамирана другого цвета и кусочек фатина. Два одинаковых отрезочка я взяла, и равны они в длину 15 сантиметров и в ширину 5,5 сантиметра. А для бантика я взяла тонкий фоамиран 1 миллиметр, но можно взять все что угодно. Можно сделать бантик из репсовой ленты, из толстого фоамирана, из тонкого фоамирана, из фетра. Как будет удобно и какие материалы окажутся у вас под рукой. Хочу бантик с блеском, поэтому буду дублировать наш бантик полоской фатина. Сложим наш отрезочек пополам и найдем серединку.
Загибаем краешки к серединке. Заранее для серединки бантика подготовим небольшую полоску или того же фоамирана. У меня небольшая полоска фетра, чтобы сформировать серединку бантика. Дальше складываем наш бантик. Складываем пополам, и каждую половинку еще раз пополам. Получается классический бантик. Готов наш бантик. Украсим прическу нашей елочки-красавицы таким красивым, симпатичным бантиком. Бантик и тело елочки готово. Теперь займемся самым интересным. Сделаем глазки, губки, и наша елочка обретет характер. Итак, глазки. Глаза – это зеркало души, поэтому очень важно, чтобы они были у нас выразительные. Итак, для глазика можно взять или вот такой готовый пластиковый глаз подвижный, диаметром он у меня 1,5 сантиметра. Если же у вас нет под рукой такого глазика, можно вырезать аналогичный кружок тем же самым диаметром из белого фоамирана, кружок 1,5 сантиметра, затем из черного фоамирана вырезать зрачок, поставить блик белой акриловой краской, или можно обойтись и без него. И вот глазик у нас готов. Но мне хочется, чтобы у елочки были глазки с веками, поэтому я взяла вот такой вот прямоугольник. Так, параметры нашего прямоугольника из розового фоамирана. Фоамиран тоненький, 1 мм. И стороны где-то 5 сантиметров на 3,5 сантиметра нашего прямоугольничка примерно. Что мы делаем? Значит, глаз мы наклеиваем в нижнюю часть прямоугольника. Вот, сделаю и такой глазик, и объемный глазик. Пластиковый глаз лучше клеить на клей-момент кристалл или на клей для страз, вот как у меня. Теперь мы сделаем веко. Вот таким образом мы вначале сделаем складочку, поставим капельку клея, термоклея. И затем вот таким образом сделаем веко. Так вот поставлю складочку, закреплю на капле клея. То же самое здесь. Будет у елочки томный взгляд. Также мы сделаем реснички. Вот так вот они выглядят в готовом виде. Нужно взять тот же самый тонкий фоамиран 1 мм черного цвета или темно-коричневого цвета, где-то примерно 2 сантиметра на 1,8, и сделать с одной стороны кромку такую вот.
Итак, готовы наши заготовки для реснички. И тем временем разогрет у нас утюжок. И к утюгу нужно ненадолго прислонить ресничку, просто чтобы закрутилась она немного, чтобы завить наши реснички. Вот видите, реснички закрутились. Вот мы подготовили складочку, и реснички мы подклеим вот сюда под наше импровизированное веко. И далее так вот подклеим реснички нашей елочки. Склеиваем наше веко с глазиком. Вот что должно получиться примерно. И далее мы просто отрезаем все лишнее, делая форму глаза. Вот посмотрите, такой глазик у нас получился. То же самое мы проделываем, можно сделать и с плоским глазиком. Также подклеить реснички. Вот что примерно должно получиться. Далее губки. Мы должны сделать нашей елочке такие гламурные губки. Сделала я это просто. Взяла глиттерный фоамиран красного цвета шириной 2 мм. Прямоугольник 2 см на 2,3 где-то примерно. И просто произвольно нарисовала губы, вырезала. Вот такие вот губки у меня получились из вот такого прямоугольника, да. И по контуру, значит, я решила их обвести, чтобы они более выразительные были, не слились с зеленой елкой. Обвела их акриловым контуром черного цвета. Вот так вот он выглядит. С тоненьким носиком. И дала высохнуть. Вот такие вот губки у меня получились. Когда вы наклеите на вашу елочку праздничную глазки и губки, елочка приобретет свой характер. Она станет персонажем. Далее я еще добавила несколько элементов. Это вот решила именно сделать для елочки ручки. Для этого просто воспользовалась вот таким вот круглым шнуром. Подклеила его сзади на термоклей. При помощи фетра сделала такие ладошки, ей зеленый фетр, маленькие кусочки. И опять же табличку, такое сердечко с цифрой грядущего года, да, 2021. Сделала сердечко из толстого глиттерного фоамирана 2 мм. По контуру то же самое, я воспользовалась акриловым контуром белого цвета. Далее, как я уже сказала, ножки к конусу, к елочке я приделала на вот такие вот деревянные зубочистки, просто и закрепила клеем. То, как елочка у вас будет стоять, это вы можете тоже сами откорректировать. Она вот у меня немножко такая склонилась в танце. И если елка не очень устойчива, у вас получилось не очень хорошо, она стоит, например, вот я хочу ее немного укрепить на подставке. Я купила деревянную заготовку и посажу елку вот так вот на клей, на термоклей, чтобы она у меня не падала, не заваливалась. Вот. Если она у вас будет стоять прямо, в принципе, можно обойтись и без подставки. Вот так, друзья. Всех с наступающим Новым годом! Занимайтесь творчеством, творите, привлекайте к творчеству деток. Эта елочка отлично подойдет как поделка в детский сад, я думаю. Ну или просто украшение новогоднего стола.